Каждую ночь в доме наступала мягкая тишина, словно кто-то укрывал его невидимым одеялом. Занавески колыхались от легкого ветерка, пробирающегося через щель в окне, а старые настенные часы тикали размеренно, как сердце дома. В этой гармонии был лишь один звук, нарушавший покой — низкое, едва уловимое рычание. Рейнджер, немецкая овчарка с глубокими карими глазами и сердцем, полным преданности, стоял у кроватки маленького Генри. Его тело было напряжено, как натянутая струна, взгляд устремлен в дальний угол комнаты, где стоял старый комод. Каждую ночь, ровно в 9 часов, он рычал в ту же точку, словно защищал кого-то, кто не мог защитить себя. Днем Рейнджер был другим, настоящим ангелом. Он позволял Генри теребить его уши, ложился рядом, когда малыш засыпал, и не отходил от него ни на шаг. Соседские дети обожали его, бегали с ним по двору, обнимали, шептали свои секреты, а он лишь тихо вилял хвостом, будто все понимал. Но ночью все менялось. Эдвард, отец Генри, не мог понять, почему их ласковый пес, добрейшее существо, вдруг становился настороженным, почти чужим, как будто видел то, что ускользало от человеческих глаз. Он не знал, что сердце собаки иногда замечает то, чего не видит человек. И когда правда наконец открылась, Эдвард не смог сдержать слез. Эдвард и Элеонор жили в старом доме с деревянными ставнями и скрипящими полами. Дом не был роскошным, но в каждом его уголке чувствовалось тепло, словно стены хранили воспоминания о счастливых днях. Они долго мечтали о ребенке, и когда родился Генри, их жизнь наполнилась новым светом. Элеонор часами любовалась его крошечными пальчиками, а Эдвард, прижимая сына к груди, замирал от каждого его вздоха. Все вокруг стало мягче, будто сам воздух пропитался любовью. Рейнджер, их пес, почувствовал это сильнее всех. 5 лет назад они взяли его из приюта, напуганного с настороженным взглядом. Со временем он стал их самым верным другом, умным, терпеливым, ласковым. Но с появлением Генри в Рейнджере что-то изменилось. Не в поведении, а в глубине души. Он словно понял, что теперь есть тот, кого он должен защищать любой ценой. С первых дней Рейнджер не отходил от колыбели. Он ложился на пол рядом, дремал, улавливая каждый шорох. Когда Генри тихо сопел во сне, хвост пса едва заметно вилял, будто он улыбался. Иногда Рейнджер осторожно касался носом кроватки, проверяя, все ли в порядке. Элеонор смотрела на них с нежностью и шептала: «Ты его старший брат, малыш, никогда не дашь его в обиду. Это была картина настоящей семьи — мать, отец, ребенок и пес с сердцем, полным любви». Но 3 недели назад в доме что-то изменилось. Сначала это казалось мелочью, странной привычкой. Каждую ночь, ровно в 9, Рейнджер вставал, подходил к кроватке Генри и замирал, глядя в левый угол комнаты. Его уши настораживались, шерсть на загривке вставала дыбом, и он начинал рычать, не злобно, а сдержанно, как будто чувствовал угрозу, но не знал, откуда она идет. Элеонор первой забеспокоилась. Она знала Рейнджера как добрейшего пса, который не обидит и муравья. Его терпение к детям было легендой в их районе. И теперь она не могла понять, почему в его глазах появилось это напряжение, почему он часами стоит у кроватки, шкафы, словно прикрывая Генри собой. Эдвард поначалу отмахивался. «Может, мыши», — говорил он, — «или сквозняк, или ему просто скучно». Но чем дольше он наблюдал, тем яснее становилось.
Это не случайность. Это был ритуал. В одно и то же время, в одном и том же месте, с той же тревогой в глазах, Эдвард начал проверять комнату, открывал шкафы, заглядывал под кроватку, даже лазил на чердак. Ничего, ни следов, ни сквозняков, ни звуков. Он установил, видя няню, но камера показывала только тени от ночника и тихое посапывание Генри. Они даже отвезли рейнджера к ветеринару, думая, что его что-то беспокоит. Но доктор, осмотрев пса, лишь пожал плечами. Он в идеальной форме. Но не забывайте, собаки чувствуют то, что мы не замечаем. Иногда даже то, что объяснить нельзя. Эти слова засели в голове у Эдварда. Он стал чаще сидеть в детской, наблюдая за рейнджером. Пёс будто знал, что хозяин рядом, но не отвлекался. Он смотрел в угол, сжимал челюсти, слегка скалился, но не лаял, словно говорил: «Ты не подходи». «Я здесь». Эдвард начал чувствовать то же, что и Эланор. Беспокойство, которое ползло под кожу. Что-то было не так. Осенние вечера становились все холоднее, в воздухе витало предчувствие зимы. Стены дома словно дышали иначе, храня свои тайны. В одну из ночей Эдвард снова сидел у кроватки, глядя на рейнджера. Пёс, как всегда, встал в 9, замер и уставился в угол. Его рык был тихим, но ощутимым, будто проникал в кости. Эдвард заметил, как мобиль над кроваткой слегка качнулся, хотя окно было закрыто. Он подошел к углу, куда смотрел рейнджер, и замер. У основания стены чувствовался слабый, но отчетливый сквозняк. Эдвард провел рукой вдоль плинтуса, и по спине пробежал холод. Не от ветра, а от осознания. Что-то было не так. Он рассказал об этом Эланор. Она вдруг вспомнила, как несколько месяцев назад рейнджер царапал стену на кухне. Тогда они думали, что там мыши, но оказалось, что прорвало трубу. Благодаря Писау они вовремя устранили проблему, избежав потопа. Эланор замолчала. Ее глаза расширились. «Может, он снова что-то почувствовал?» — прошептала она. Эдвард стал внимательнее следить за рейнджером. Он заметил, что рычание начиналось, когда температура в доме падала, обычно после заката, будто что-то пробуждалось в этот момент, когда стены остывали, а воздух густел. Он вспомнил слова ветеринара о чувствительности собак к вибрациям и изменениям в атмосфере. Однажды утром Эдвард встретил соседа, мистера Калмана, пожилого, но наблюдательного старика. Тот пожаловался на влажное пятно в своей спальне, на стене, примыкающей к детской. Он добавил, что после шторма несколько досок на крыше сместились, и влага, похоже, начала просачиваться внутрь. Эдвард понял, что это не совпадение. Он взял фонарик и полез на чердак. Там пахло сыростью, а в одном углу краска на стене вздулась, словно впитывала воду. Вернувшись в детскую, он заметил то, что раньше ускользало. Тонкие трещины в углу у потолка, почти невидимые без света. Он приложил руку к стене и почувствовал легкую вибрацию, будто стена дышала. Горло пересохло. Он посмотрел на рейнджера, застывшего в своей позе стража, и понял — пёс не просто охраняет. Он чувствует реальную угрозу, исходящую от стены.